Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Приношу свои извинения, что надолго пропадала со своей дозой видео Залипалова, соскучилась тоже безумно, поэтому подготовила бесспорно очередной хит всех сезонов. Нежнейший благородный нюд в сочетании с персиковым золотом. Конечно же, с трендовым эффектом мятого шелка или жидкого металла, плюс все это на готовность в верхних формах и максимально просто и носибельно. Четко и подробно поделюсь всем процессом моделирования, абсолютно без запила у кутикулы, чистой отпечаткой, чуть только пилка свободный край по форме. Итак, приступим. Это мои переотросшие ногти, им практически 1,5 месяца, выгрыза от ножа, где-то уже от слойки. Зачастую я, конечно же, выполняю коррекцию, но не сегодня. Нейл-каттером убираю длину, и твердосплавной фрезой у меня она, да, с черной насечкой. Для новичков это будет слишком грубый абразив. Я прям на максимальных оборотах. Сначала подпиливаю еще немножко длину, и затем уже спиливаю основной материал до натурального ногтя. До этого мои ноготки были смоделированы таким же нюдовым гелем, нежный такой нюд, с блесточками у кутикулы, и так очень даже освежающий, и вроде подо все вариант был. Спилив весь материал, пилкой подравниваю свободный край, и сверху диагональными движениями слегка прохожусь, чтобы поднять чешуйки ногтя для хорошей сцепки искусственного материала с натуральным ногтем. Тщательно смахиваю пыль от опила, пушером аккуратно пододвигаю, приподнимаю кутикулу. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой выпиливаю птериги из-под кутикулы и пазух боковых валиков. Также зашлифовываю сами боковые валики. Прохожусь таким образом по всем пальчикам и затем переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, только уже в правую сторону. Смахиваю пыль и ножничками для кутикулы аккуратно ее отрезаю, убираю. Я это делаю сейчас практически вслепую, так как камера находится между моими глазами и руками. И, собственно, когда делаешь сама себе, не очень удобно как-то. Не с руки, где-то руку не можешь нормально повернуть. Но вроде без сильных кровопотерь обошлось. Все достаточно чисто, даже не нужно нигде ничего зашлифовывать. Тщательно обезжириваю, протираю ноготки, подлазия во все пазухи. И подбираю размеры форм. Прикладываю к ногтю, прям к кутикуле. Смотрю, чтобы сбоку все точки в рост были закрыты хорошо. При этом форма хорошо и свободно ложится на ноготок. Могу немножко как бы скрутить форму, чтобы она чуть уже стала. И в стресс-зоне, в зоне апекса, где нам нужна толщина материала, как раз где, когда тонко ломаются ногти, необходимо, чтобы было достаточное количество материала, достаточное расстояние. Это где-то 1,5, а то и 2 миллиметра для таких длинных ногтей. Итак, все размеры формы подобрала. И маркером теперь отмечаю на каждой форме точки в роста, где заканчивается натуральный ноготь, ногтевое ложе. И приступаю к выкладке в форму, к самому дизайну. На палитру наставляю, у меня это густой топ, он прям супер густой, аж тягучий, без липкого слоя. Можно также использовать специальный 3D гель, чтобы он был прозрачный и без липкости. Затем беру кисть для омбре, для градиента. У меня она узкая, где-то 4 мм шириной. Ей получаются очень красивые вот такие разводы или какие-то хаотичные такие мазки. Набрала на нее густого этого топа, такую капельку. И с одной стороны я буду заводить чуть больше. На данных формах есть вот такие полукруглые отметины для френча, для прорисовки, наверное, френча. И вот по самой первой, получается, я провожу такой дрожащей рукой, делаю вот такие разводы. Где-то, чтобы гуще, нажимаю на кисть, где-то отпускаю кисть, чтобы они такие были неравномерные, красивые волны. Наиболее красиво и эффектно получается, когда вот этот наш орнамент, с одной стороны мы прям в синус завели, а с другой стороны, например, справа, а слева у нас заканчивается на уровне точки в роста. Просушиваем 1 минуту хорошо топ. И далее буду использовать, очень красиво сочетается с нюдом, именно вот такая золотая втирка с персиковым отливом. Можно, конечно, использовать с медным, но такой более контрастный вариант получается. Желтое золото тоже не то, когда желтит. Получается у нас вот это золото в тон нашего нежного нюда.
На аппликатор прям щедро набираем, такое хорошее количество втирки, не жалеем, и вглаживаем. Таким образом идеально ложится, идеально такое литое золото у нас получается, металл. Вот такая вот красота у нас уже получается. Мягкой кистью, можно для теней, можно для ИЗО. Смахиваем остатки втирки. И у меня вот такой вот 1000 лет в обед этому маркеру, маркер-ремувер, фломастер-ремувер. Скорее всего, на Алиэкспрессе это все заказывался, как и предыдущая втирка, потому что в магазинах рядом я нигде не встречала. Можно на маркетплейсе. Вот эти маркеры точно я видела на маркетплейсах. Туда у меня залита жидкость для обезжиривания ногтей. И ей аккуратненько, вот где втирка, она все равно втирается почему-то в верхние формы, вглаживается, остается. Аккуратненько прохожусь. Это не занимает много времени, она не везде, но чтобы это прям был идеальный вариант, этим маркером аккуратненько прохожусь, убираю излишки, вытираю излишки втирки. Первый элемент дизайна у нас готов, можно было бы остановиться, но я буду использовать еще вот такой вот гель для дизайна. Там уже сразу в нем, он практически как паста, и в нем уже сразу крупные шестигранники и мелкие, невероятно блестит. И как раз по цвету он нам подходит. Он тоже такой персиковый, золотым каким-то отливает, розовым. Под наше персиковое золото и под наш нюд идеально подходит. Наношу его от центра, получается, достаточно такой широкой полосой, сантиметра 3-4, и захожу этим гелем, получается, в другой синус, противоположный. То есть в один синус у нас золото зашло, а в другой у нас будут заходить блестки. Его мы фиксируем в лампе, и далее буду использовать красивый нежный нюд, жесткий гель для моделирования. Важно для начинающих или кто не разбирается, если в геле написано, в его там описании написано, что он мягкий в тонкий слой, жесткий в это, все, его в сторону для длинных ногтей, для моделирования он не подойдет. Такие ногти будут гнуться в длине. Тонкой кистью прям по краю боковых стенок я прокрасила и зафиксировала 10 секунд. Это сделано для того, чтобы гель оттуда не убегал, чтобы там не получилось пустоты. И затем уже выкладываю кистью для геля, у меня это овальная кисть шириной где-то 5-6 мм, выкладываю только свободный край. Как раз до тех отметок черным маркером мы отмечали, где заканчивается наше ногтевое ложе. Тонкой кистью могу доработать, довести. Толщина где-то около миллиметра. Сильно толстые горы тоже не нужно наваливать, придется потом пилить. И нигде не должно быть пробелов, проплешин и тонко. Я могу также перевернуть чуть-чуть форму, чтобы к краям стеночек гель все же стек чуть-чуть. И если необходимо тонкой кистью доработать, ну это в принципе не обязательно, если быстро работать, то это ничего не понадобится. Но так как я снимаю видео, миллион раз разглядываю, показываю, все это фиксируем 30 секунд. Таким образом я выкладываю все формы на все ноготки. То есть мы выложили и засушили только свободный край. Сам дизайн и свободный край. Далее уже будем в эти формы только постановочную каплю выкладывать. Подготавливаем ногтевую пластину, промазываю ультрабондом или он же бескислотный праймер. Затем кистью из флакона наставила по капле базы и уже овальной кистью распределяю тонко и аккуратно возле кутикулы и вдоль боковых валиков, чтобы ничего нигде не было лишнего и не затекало. Промазываю, хорошо втираю, распределяю базу. Просушиваю 1 минуту и нередко прибегаю к лайфхаку. Тонкой кистью и гелем на кончике ногтя наставляю такую капельку высотой где-то 1,5 мм. Таким образом это получится такой стоп-барьер для формы. У меня не получится ее передавить, я буду точно уверена, что у меня в стресс-зоне необходимое, нужное, достаточное количество материала, что я не передавила форму. Выкладываю также таким образом, чтобы к зоне кутикулы материал сходил на нет. Если необходимо, тонкой кистью могу чуть-чуть разровнять, доработать. И буквально 1,5-2 мм в конце формы не докладывать. Там должно быть пусто. Гель не просушиваем. Это у нас постановочная капля. На нее, собственно, и будем устанавливать на ноготок и фиксировать. Таким образом я выложила все формы, подготовила. Начиная со среднего, подношу к кутикуле и только потом уже начинаю опускать от зоны кутикулы к свободному краю форму. И уже под конец додавливаю у кутикулы вот этот гель в пустое вот это место на конце формы. Убедившись, что по осям ровно, фиксирую фонариком возле кутикулы.
где-то секунд 7, но я быстро считаю до 10. Этого времени хватает, чтобы форма действительно хорошо зафиксировалась. Никуда не смещалась в дальнейшем, когда буду устанавливать все соседние ноготки. Затем точно так же установила форму на безымянный и фонариком зафиксировала. С указательным у меня прям как-то все крайне неудобно было. Я и развернула руку, потому что у меня и ноготь идет в сторону, и в фаланге он еще виляет, чтобы его ровно направить относительно пальца. Но под камерой и еще плюс с фонариком надо успеть это все зафиксировать. Вообще очень неудобно. Плюс не хватает все-таки третьей какой-то руки, чтобы она там поддерживала. Но все же я установила. Развернула руку к себе, установила, прижала и зафиксировала фонариком. Не знаю, если будет видно на камере, там совсем мельчайший, но пару пузырьков осталось. То, что я вот это прикладывала несколько раз. И все, в заключение устанавливаю форму на мизинец. Мизинец руку развернул, так было удобнее всего и ровнее. Итак, все формы я зафиксировала только у кутикулы. Переворачиваю, сейчас дорабатываю изнанку. Я, как всегда, лишкую, мне хочется побольше, потолще. И, наверное, все-таки геля можно было бы прям в 2 раза меньше положить. Апельсиновую палочку убираю излишки. И кистью для геля выравниваю и фиксирую фонариком, после чего отправляю все ноготки в лампу и просушиваю 120 секунд. И самое приятное, вот этот вкусный щелчок, звук снятия верхних форм. Даже левой рукой, я вообще правша, на правой руке у меня получилось с первого вообще раза вот так вот тоже идеально у кутикулы. Я влюбилась, конечно, в эти формы. Можно и стилеты нарастить, можно и миндаль. Не обязательно наращивать их супер длинными. Идеальная у них архитектура, и все вот супер красиво, все как надо. И боковые стенки, и не просвечиваются, не тонкие, и ничего лишнего, ничего нигде не пузатится, и ничего не нужно было поджимать. Аккуратные, красивые ноготки получились. Тщательно обезжириваю, протираю ноготки, особенно под ногтем, вытираю липкий слой. И твердосплавной фрезой, той же, что и спиливала предыдущие ноготки, выравниваю по длине. Спиливаю буквально где-то 1,5 мм, где-то 2. Средний оставляю чуть длиннее, чем указательный и безымянный, буквально на 1,5 мм. Если где-то необходимо, этой же фрезой слегка выравниваю арку. И керамической фрезой игла выпиливаю вот эти несовершенства свои с изнанки, то, что лишнее у меня было. Пилочкой подпиливаю, выравниваю совсем слегка боковые стенки и по форме свободный край. Какие-то недочеты, если где-то все-таки затеки, вот у меня на большом, прям там 0,01 миллиметров, все-таки есть какой-то лишний гель в пазухе. Фрезой пламя старый, это все аккуратненько подпиливаю. Мягкой пилочкой где-то осталось у меня чуть-чуть втирки. То есть на форме я ее не увидела, может, стерла, не стерла. Аккуратненько, мягкой пилочкой это все буквально в пару движений убираю, чтобы прям было все идеально. Тщательно смахиваю пыль и обезжириваю ноготки. Так как по изнанке я все-таки еще растыка, и я ее пилила, изнанку тоже хорошо обезжирила и перекрою матовым топом. Изнанку просушила и перекрываю топом. Перекрываю достаточно тонким слоем, никакого выравнивания топом совершенно не нужно. И еще такая от меня идея. Когда разрабатывала, можно так сказать, этот дизайн, пробовала на типсах, также пробовала перекрывать и матовым топом. Для любительниц таких замшевых ноготков в матовом топе этот дизайн тоже нереально смотрится. А тем временем наш вау-маникюр готов. Что скажете? Как считаете, станет ли это хитом всех времен и сезонов? А я безумно соскучилась и жду ваших комментариев, вопросов, советов и пожеланий. И до новых видео!